Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание великому церковному празднику, который нас всех ожидает 10 июня 2021 года – Вознесение Господня. Друзья, поговорим, что это за такой великий праздник, что можно и нельзя делать в этот светлый день. Итак, друзья, в четверг, 10 июня, все мы, православные, будем отмечать праздник Вознесения Господня. И праздник Вознесения отмечается на 40-й день после Пасхи. Считается, что в течение 40 дней Иисус Христос пребывал на земле. И на 40-й день Спаситель собрал апостолов в Вифании на горе Элеон, благословил их и стал отделяться, а после вознесся на небо. После этого апостолам явилось два ангела, и они провозгласили, что Христос снова вернется на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых людей. Накануне праздника, а это 9 июня, в храмах отмечают праздник отдания Пасхи, когда последний раз в году служба совершается по пасхальному чину. И именно на Вознесение Господня в 2021 году, как и раньше, в православных храмах красные облачения священнослужителей поменяют на белые. В них они служат последующие 10 дней, вплоть до Троицы. Давайте теперь, друзья, поговорим о том, что можно делать в день Вознесения Господня 10 июня. Ранним утром в церквях начинается торжественное богослужение, и постарайтесь принять в нем участие обязательно. В этот день принято во время утренней и вечерней молитвы просить у Бога здоровья для себя, своих близких, а также молиться о благополучии своей семьи. Кроме того, на вечерней трапезе принято поминать усопших. Четверг, и этот день у нас не постный, и потому к праздничной трапезе вы можете приготовить разные блюда, в том числе и мясные. Да, есть одно единственное ограничение: на трапезе категорически нельзя употреблять спиртные напитки. Кроме того, традиционным блюдом в этот день является выпечка, хотя в Старом Завете упоминался лишь свежеиспеченный хлеб. Тем не менее, сейчас хозяйки на Вознесение Господне пекут пироги и пирожки, а также блины. И еще одна особенность этого праздника: в этот день, 10 июня, не запрещено заниматься привычными повседневными делами. Вполне возможно, что это послабление основано на том, что праздник приходится на будний день. Кстати, а когда-то давно в этот день, на Вознесение Господне, люди не работали. В день Вознесения принято помогать всем нуждающимся. Считается, что Христос в этот день встречается всем под видом нищего. На Руси считалось, что после этого праздника окончательно приходит лето, поэтому можно начинать купаться в водоемах. И согласно народным приметам, на Вознесение Господне соловьи поют всегда громче обычного. И если кому-то удастся поймать эту птицу, то будет счастье на целый год. И теперь, друзья, давайте поговорим о том, что же нельзя делать на Вознесение Господне. Как в Великий пост, на Вознесение Господне запрещено заниматься уборкой и тяжелым физическим и моральным трудом. Кроме того, настройте себя сегодня обязательно на позитив. Не думайте о плохом. Согласно народным поверьям, в этот день многие желания и мысли имеют свойство сбываться. В этот день, 10 июня, категорически запрещено посещать кладбища. Традиции гласят, что таким образом можно серьезно навредить себе, связав душу живого человека с миром мертвых. Также церковь рекомендует отложить неприятные разговоры на другой день. Это связано с тем, что в православные праздники брань является грехом. Запрещаются также свадьбы, поминовения и венчания. В день Вознесения Господня верующие должны нести богослужение. Церковь считает, что данные события совмещать нельзя.
В деревнях на праздник было принято не выкидывать мусор из дома. Нельзя и плеваться, иначе можете оскорбить Бога. Вот такой, друзья, у нас с вами праздник Вознесения Господня 10 июня 2021 года. Обращаем ваше внимание, что это праздник переходящий. И в 2022 году, как и в 2020, он был в разные дни. Также вы теперь знаете о том, как правильно провести этот день для того, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, успех, изобилие и достаток. Мы всех поздравляем с великим праздником, с Вознесением Господня. Друзья, все вам мира, любви, гармонии. И пусть в вашем доме всегда царит счастье.